Самый простой инвертор от 1,5 вольт до 220 вольт. Я не встречал схемы инвертора проще, чем эта схема. Для повторения вам понадобится минимум деталей, всего лишь 5 деталей. Для получения напряжения на выходе 220 вольт нам понадобится всего лишь одна пальчиковая батарейка с напряжением 1,5 вольта. Инверторы необходимы там, где нет возможности подключиться к сети 220 вольт. Инверторы делятся на два типа. Одни имеют на выходе синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц и подходят практически для питания любой нагрузки. Простейший инвертор подходит для питания различных импульсных блоков питания, таких как зарядник для телефона, энергосберегающая лампочка, люминесцентная или светодиодная лампа. Трансформаторы в этой схеме повышающие. Первичная обмотка на 6 вольт, вторичная обмотка на 220 вольт. Знакомство с инвертором начнем со схемы. Первый транзистор BC547, второй транзистор BD140. Это обычный мультивибратор на составном транзисторе. В результате получается генератор, на выходе которого стоит повышающий трансформатор, как я уже говорил, с 6 вольт до 220 вольт. Если все компоненты схемы исправны и схема собрана без ошибок, то инвертор начинает работать сразу и в настройке не нуждается. На выходе инвертора подключаем энергосберегающую лампу, вставляем батарейку и замыкаем выключатель. Лампочка загорелась. Все у нас работает. Конечно, ее яркость ниже, чем при питании от сети. Но то, что она работает от одной батарейки с напряжением 1,5 вольта, это уже прорыв. Естественно, как и везде, тут действует закон сохранения энергии, исходя из которого следует, что ток в цепи батарейки будет несколько раз выше, чем в цепи лампочки. В общем, батарейка должна быть качественной, скажем, alkaline. Тогда есть шанс, что она будет работать немного дольше. При монтаже и работе с инвертором будьте особо осторожны. Напряжение 220 вольт опасно для жизни. И поверьте, батарейки в 1,5 вольта хватит, чтобы нанести человеку поражающий удар током, даже вызвать остановку сердца. Как известно, для этого достаточно пропустить через человека 100 мА. На что вполне способен данный инвертор. Собрать этот самый простой инвертор вам понадобится не более часа. Соберите его и посмотрите, как он работает. Это будет неплохая лабораторная работа, чтобы ознакомиться, как работают инверторы. Мы даем распиновку транзисторов. На экране вы видите расположение выводов транзистора BC547 и транзистора BD140. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы будем знакомиться с интересными и очень простыми электронными схемами.